Как правильно? Krzywa wieża. Krzywa. Канал «Автозакордон зимой и летом» прибыл в город Торунь. Этот город – родина двух знаменитых поляков – Николая Коперника и Януша Леона Вишневского, автора знаменитого романа «Одиночество в сети». И мы с вами находимся возле одной из главных достопримечательностей города. Это так называемая Крzywa вежа, Кривая башня. В 13 веке, когда строилась крепость, была построена башня. Тогда она была ровная, но инженерно-геологическая съемка не проводилась, не знали, что там оползень, и за это время башня сползла. При высоте 15 метров у нее наклон 1,5 метра. То есть по градусам это больше, чем у Пизанской башни. Но про Пизанскую башню знают все, а про эту узнаете только вы, потому что смотрите канал «Автозакордон зимой и летом». С башней связано множество легенд. Например, что здесь заставили тевтонского рыцаря за грехи строить, и он 15 лет строил эту башню, каждый год искривляя ее. Местные жители и туристы здесь участвуют в аттракционе. Нужно стать спиной к кривой стене, прижавшись спиной и пятками, вытянуть руки и посчитать до 10. Тот, кто смог это посчитать, у того совесть чиста. Приезжайте, попробуйте и вы, насколько чиста у вас совесть. У Дарьи получилось. Потому что я занимаюсь йогой. Ага. Монастырские ворота были построены в XIV веке. Они представляли собой оборонительное сооружение. Например, на крыше ворот была специальная дыра, из которой защитники выливали на прорвавшихся в ворота захватчиков горячую смолу. Название ворот связано с тем, что рядом был монастырь сестер Бенедиктинок. А теперь рядом с воротами находится площадь училища офицеров военно-морского флота в Торуне. Парусные ворота изначально были самыми важными из всех городских ворот. Именно здесь начиналась Via Regia, то есть королевская дорога, на которой мэры и городской совет приветствовали королей и самых почетных гостей. За воротами видим часы на соборе двух Иоаннов – Крестителя и Богослова. Это одна из 3 готических церквей Торуня. Собор был построен в XIII веке, несколько раз перестраивался и приобрел современный вид в конце XV века. Костел является одним из величайших образцов готической архитектуры Польши. Он имеет форму трехнефного зала с 4-сторонней башней, частично встроенной в корпус. О том, что Украина близко, напомнил ресторан «Смаки Украины». Город Торунь был основан крестоносцами Тевтонского ордена и назван в честь крепости Торонь в Палестине, которая была во время крестовых походов. Дальше город перешел под власть Польши, но население осталось немецкоязычным, вплоть до того, что большинство жителей были немецкими протестантами, хотя страна была католической. При разделе Польши город вошел в состав Пруссии, но после Первой мировой войны был включен в состав Польши. В 1939 году, после оккупации Польши, город Торунь опять вошел в состав Германии, но после Второй мировой войны окончательно вошел в состав Польши. Памятник Николаю Копернику в Торуне был возведен в 1853 году. Памятник хотели установить на могиле, но найти ее место не удалось, и потому памятник оказался на площади Старый рынок в центре города. В 2003 году к его 150-летию памятник был отреставрирован. При этом было обнаружено, что у астронома есть усы, которые можно видеть только вблизи. Строительство здания ратуши началось еще в XIII веке.
При осаде города шведскими войсками в 1703 году здание серьезно пострадало и лишилось крыши. В дальнейшем здание ратуши неоднократно перестраивалось, и его архитектурный стиль сначала был ближе к готике, затем перешел в барокко, а потом в неоготику. В настоящее время в нем размещается музей. Это здание называется «Двор Артура» с намеком на английского короля. Силуэт здания хорошо видно с моста через Вислу. И теперь мы видим третью версию этого здания, построенную в конце XIX века. Двор Артура был и молитвенным домом, и театром, и клубом студентов, а сейчас здесь размещается Центр культуры и магазин знаменитых торонских пряников. Еще одна готическая церковь в Тороне, собор Вознесения Девы Марии, была построена в XIII веке как католический собор. Но в XVI веке, почти на 200 лет, он стал лютеранским. В 1724 году, после кровавых столкновений католиков и протестантов, власти передали собор католическому ордену францисканцев. На этих кадрах вы можете пронаблюдать, что восточный фасад собора увенчан 3 восьмиугольными башенками, средняя из которых выше других. Пространство между башенками заполнено ажурными элементами. Окна на всех фасадах узкие и тонкие, завершающиеся остроконечной аркой, что является характерными чертами готического стиля. Костел Девы Марии считается важным этапом развития кирпичной готики в Поморье. Это было первое столь высокое здание. Некоторые найденные при строительстве этого собора архитектурные решения были позже развиты на других готических памятниках Поморья. Во время нашего балтийского путешествия мы видели много замечательных образцов кирпичной готики, характерной для этой части Европы. В углу экрана ссылка на видео про другие города, в которых есть интересные соборы в стиле кирпичной готики. После того, как собор Девы Марии был передан католикам, службы для протестантов города проходили в тесном зале двора Артура. Поэтому было решено построить новую церковь для протестантов. При этом, чтобы не раздражать католиков, на стороне которых была поддержка государства, здание не должно было напоминать церковь, а лишь скромный жилой дом. Богослужения в здании начались в 1756 году, но башня, которую мы видим ныне, была построена лишь в самом конце XIX века, когда город уже столетия как принадлежал протестантской Пруссии. Памятник скрипачу был сперва установлен в 1914 году во дворе ратуши. Потом несколько раз переезжал, пока не занял место, где прежде была статуя кайзера Вильгельма I. По легенде, после наводнения местные лягушки вынуждены были перебраться в город. Жители хотели их уничтожить, но добрый скрипач по имени Ива, играя на скрипке, объяснил лягушкам, что на болоте им будет лучше. Он любезно показал им дорогу и тем самым спас амфибий. Вот такая природоохранная миссия отмечена этим памятником. Почтамт Торуня начал работу в 1818 году и стал одним из главных почтовых узлов. Здание почты декорировано в стиле неоготики. Окна первого этажа украшены ажурными элементами, детали штукатурки имитируют витражи, во многих местах использовались 2 цвета глазурованного кирпича – красный и зеленый. Старый город Торуня был окружен крепостной стеной. Со стороны набережной и стена, и ворота сохранились, а с западной стороны можно увидеть лишь отдельные фрагменты стены. Усадьба Братства Святого Ежи была построена после сноса находившегося поблизости Тевтонского замка, вероятно, с использованием его кирпича. После Второй мировой войны здесь было молодежное общежитие, а в настоящее время ассоциация сотрудничества с городами-побратимами Торуня. Некоторые другие части старого города, как мы видим, находятся в менее благополучном состоянии, но они находятся в состоянии ремонта в данный момент. Эта башня называется Монстранция.
Этим словом обозначается в католичестве тип дароносицы, которая чаще всего декорирована в виде солнца с расходящимися лучами. В 2005 году разрушающаяся башня была куплена частным владельцем, который отремонтировал здание. Мостовые ворота сперва назывались паромными, так как возле них была пристань для парома. Но после постройки моста в 1500 году они были переименованы в мостовые. В настоящее время здание служит офисом городского хранителя памятников. Вокруг города Торунь сохранились стены, где есть несколько ворот. Но самые знаменитые ворота называются просто Мостова Брама, мостовые ворота. Дело в том, что именно мост принес в средние века процветание городу Торунь. Он был построен в 1500 году. И в то время, до конца 16 века, через Вислу было всего 2 моста, возле Кракова и здесь. И поэтому торговля шла там, где можно было переправиться через реку, возле моста. Мост был построен из дерева, он был длиной 700 метров. Понятно, что наводнение, лед часто его портили, тем более, что мост был частично разводной, чтобы пропускать большие корабли. И до нашего времени он не сохранился. А этот мост был введен в эксплуатацию в 1934 году и получил имя Юзефа Пилсудского. Но мы заметили, что это не единственный мост через Вислу, который носит имя Юзефа Пилсудского. Посмотрите, например, что мы узнали, находясь в Плотске. Университет носит имя знаменитого уроженца Торуня Николая Коперника. Основные современные здания теперь находятся, разумеется, в новой части города. Но кое-что осталось и в старом городе. Например, в этом здании, построенном в 1905 году, в неоготическом стиле на месте, где ранее были городские стены и ров, сначала была индустриальная школа, затем правительство Поморского воеводства, а теперь находится филологический факультет университета. А в этом здании 19 января 2005 года по инициативе руководства университета был основан его музей. А в этом здании, которое в вольном переводе с польского называется «Кругляшок», уже более 150 лет размещается городская тюрьма. Город Коперника не мог обойтись без планетария, и в 1994 году он открыл двери, через которые уже прошло более 4 миллионов посетителей. Но этот планетарий нам удалось увидеть, только заглянув во двор церкви Святой Марии. И это только часть того, о чем хотелось рассказать, познакомившись со старой частью польского города Торунь. Мы планируем рассказывать об интересных фактах, касающихся разных городов Польши и других стран. Если это вам интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вот прямо сейчас. Делитесь ссылками с друзьями, а в комментариях пишите о том, что интересно именно вам.